Все снимают на iPhone, все хорошо, все красиво, все здорово, никаких камер не надо. Которые только думают, заняться этим или нет. Что для этого нужно? Ну, как минимум, сам телефон, автор. Друзья, привет! С вами Фавионыч. И сегодня небольшое мотивирующее видео, которое я назвал «Коммуникацией и мотивацией», или другими словами, что и как можно сделать на iPhone. Смотрите, подписывайтесь. Кто еще не знает, кто такой Фавионыч, узнаете. Для кого же все-таки это видео? Для тех людей, кто готов поделиться своими знаниями, своими творческими достижениями, для смелых людей, для людей творческих, для людей, которые хотят улучшить свои навыки в общении, вне зависимости от того, в каком общении. Ну и вообще для всех интересующихся. Так вот, друзья, проделав большой путь, я решил с вами поделиться. В 80-х годах, когда Фавионыч начинал заниматься фотографией, а меня всегда это интересовало со школьных времен, я снимал на фотопленку, снимал на компактные камеры, потом на зеркальные камеры, ну и вернулся к дальномерам. Фу, ты реально дебил, что ли? Ты думаешь, кому-то это нужно и кому-то интересно? В меньшей степени, конечно, я интересовался видео, хотя, может быть, я не так достаточно хорошо, может быть, изучил видео. Но нет, друзья, я учился в киноинженеров, поэтому я этот вопрос изучал. Но к видео я вернулся только в середине 90-х годов, когда у меня появилась специальная пленочная камера, еще тогда аналоговая, на VHS компакт, и стал записывать влоги, записывать всякие интересные вещи. Ты еще расскажи, Фавионыч, про кинопленку. Что ты на кинопленку записывал? Коммуницировать не только с помощью слов, с помощью каких-то статей, там, писем и чего-то другого, но и способ коммуникации через видеокамеру. Да кому это нужно, Фавионыч? Цаки, шмаки, коммуникации и прочее дурь. Это особый способ коммуникации. Но мы сегодня не про это будем говорить. В произведении Джорджа Оруэлла 1984 там было такое понятие, как телекран. Хотя написано это было произведение очень давно, но на тот момент он прекрасно понимал, что способ коммуникации, несомненно, изменится. И сейчас мы с этими экранами, с этими видеокамерами, со стримами, мы уже с вами живем в этом времени. Дальше вы знаете, что произошло. В нулевых появились уже цифровые камеры, которых я записывал множество видео. И вслед за ними, практически с небольшим запозданием, появились видеокамеры. Сначала в не очень хорошем качестве, я имею в виду цифровые, а потом уже в приличном качестве. Все, конечно, кардинально изменилось с появлением социальных сетей. Так что же такого произошло, друзья, буквально 10 лет назад, что так сильно поменяло всю структуру коммуникации людей? А произошло именно то, что появились социальные сети. И теперь, так же как после писем, появление массового телефона сотового изменило практически полностью всю структуру общения людей, так и социальные сети меняют способ взаимодействия как с аудиторией, так и с вашими клиентами. Как говорится, друзья, одно дело писать сообщения, а совсем другое дело смотреть видео или фото, или просто вести стрим. Поэтому коммуникации через социальные сети... Давай, Фавионыч, коммуницируй уже, пятница вечер, уже пора. Вы знаете об этом, что я вам буду рассказывать. Это уже реальность, абсолютно. Так вот, устройство, о котором мы сегодня говорили, когда Стив Джобс представлял это устройство, это было устройство, состоящее из нескольких независимых приборов. Это и телефон, это и устройство для прослушивания музыки, это устройство навигации, которое позволяет вам передвигаться уже свободно практически по всей нашей планете, знать, где что находится, собирать данные за счет фотографий, которые с помощью, опять-таки, этого же устройства вы можете создавать. Ну и, конечно, видео. И современное устройство, современный iPhone, на который я снимаю уже много лет, это iPhone SE. Это простой iPhone, который является отпечатком классического iPhone, созданного Джобсом. Последним iPhone, пятеркой так называемой, которая является, я считаю, что
следом от Стива Джобса. Этот телефон не имеет множества камер, всего одна единственная камера, но это позволяет вам все равно коммуницировать с вашей аудиторией. Все это, друзья, придет вот в такие компактные смартфоны. Или более вероятно в какие-то внешние устройства, которые будут соединены вот с такими облачными устройствами. Или в метавселенную всех. Вы знаете, что облачное хранение система уже норма, и никто уже не таскает с собой огромные какие-то дискеты. Все это практически сразу одновременно сохраняется в облаке. Что для этого нужно? Ну, как минимум, сам телефон, автор. Кто не согласен, всех на помойку, на свалку истории. Микрофон или встроенный, или внешний, как я использую. Ну, в коммуникации на природе у нас здесь очень шумно, жарко, поэтому сейчас я использую внешний микрофон с ветрозащитой. Вот, собственно говоря, что требуется для того, чтобы вещать на этот мир. Весь вопрос, что вы будете вещать. Для того, чтобы освоить и улучшить, изменить навыки общения с камерой, ведь по сути вам нужно общаться только с видеокамерой и с микрофоном. Вы как автор создаете, что-то творите, создаете контент и коммуницируете со своей аудиторией. Но для Фавионыча звук – это не пустой звук. Фавионыч работал со звуком всю свою сознательную жизнь, с high-end-системами. Несмотря на то, что он проводит разные эксперименты, в том числе со встроенными микрофонами, снимает на iPhone. Фавионыч, ты сам научись сначала звук делать и картинку, а потом ищи кого-нибудь. Нашел тоже. А причина как раз эксперименты. До какой же степени алгоритмы YouTube и прочее смогут взаимодействовать с такими устройствами. И опыт других блогеров подсказывает, что вполне реально. Но звук, конечно, имеет огромное значение, поэтому наличие хорошего микрофона, это может быть какая-то петличка, это может быть радиомикрофон, который по цене качественный, конечно, сопоставим со стоимостью самого iPhone. Какие камеры, Фавионыч? В мозг просто зашьют приемник и все. И не надо никаких камер и микрофонов. Сразу напрямую. Но можно использовать микрофоны, например, тот, который я сейчас использую. Это видеомик от компании Rode. Посмотрите мое видео про то, как я его подключил с помощью айфона, какие устройства типа вездефот я использую. Ждем видео про вездефот. И это позволит стать вам мобильным, не то что блогером, а мобильным контент-креатором, так называемым. Так а в чем посыл видео, Фавионыч? Понимаю, что аудитория разная, но мой ролик, конечно, направлен в первую очередь на людей, которые этим еще не занимались. Вы так и не поняли, где посыл, в чем посыл? Которые только думают, заняться этим или нет, и что это принесет. И сделать первый шаг порой очень сложно. Я через это тоже проходил, и смущение перед камерой, хотя у меня опыт был достаточно большой, и работа со звуком, работа с монтажом. Но, друзья, если вы сделаете первый шаг, все остальное, оно будет зависеть только от вашего упорства, от вашего любознательности и интереса, куда вы пойдете. А дальше, когда вы начнете видеть свои плоды и результаты, я думаю, что вы наверняка поделитесь, и я буду благодарен. Друзья, что же касается истории моего канала, то здесь она достаточно тоже непростая. В 2011 году я зарегистрировался. Это, в принципе, время начала, когда Google стал шествовать по всему миру. И это шествие до сих пор продолжается. В 2016 году я осознанно, мы недавно отмечали юбилей канала, осознанно решил создать канал. И только в 2017 году он был создан. В 2019 я начал уже реально серьезно им заниматься, изучив уже какие-то вопросы, сталкиваясь с разными проблемами, так или иначе. Но сейчас, и даже на момент, когда я входил на YouTube, конкуренция была гигантская. Монетизация уже была закрыта для обычных пользователей. И вообще попасть уже на рынок, который существовал много лет, уже тяжело. С каждым годом становится конкуренция все сильнее и сильнее. Поэтому, когда вы откладываете, друзья, послушайте Фавионыча, не откладывайте. И когда мне говорили еще в 2009 году начинать делать канал, в 2011 году говорили, в 2013, я все говорил, откладывал. Но, несмотря на то, что в 2011 уже регистрировался, но канал так и не был создан. Время было упущено, друзья. Поэтому, друзья, не тяните, не затягивайте.
Начинайте делать, создавать, и все у вас получится. Понятно, что на пути, когда вы будете подниматься все выше и выше, на вершину вашего творчества, вам будут возникать разные вопросы. Но, друзья, вы найдете ответы на них, не сомневаюсь. Да, Фувионыч вам сейчас расскажет, что iPhone хорошо снимает, на него можно фотографии качественно сделать. Давай, рассказывай. Ничего необычного нет, друзья. Кто сомневается в качестве айфона, в качестве фотокамеры, может посмотреть мои работы, в том числе и то, что вошло во Flickr Explorer. Ну а кто не верит, можете на всякий случай завтра зайти в Explorer и поискать меня там. Вдруг найдете. Друзья, прежде чем проститься с вами, я хочу вам зачитать слова, которые были написаны в 1948 году Габриэлем Марселем в предисловии к книге «Мир тишины» от Макса Пикара, выдающегося исследователя, человека, который глубоко проник в тайны природы, в тайны человека. Если вам это интересно, послушайте. Не опасаясь самообмана, можно, по крайней мере, утверждать следующее. Все медитативные усилия Макса Пикара обращены к чему-то вроде полноты бытия. А такой полноте сегодня угрожает не только технический прогресс, но и воля к власти тех, для кого техника – это всего лишь сумма слепых инструментов. Они рискуют стать свидетелями того, как эти слепые инструменты превращаются в хозяев. Слепых хозяев, конечно же, тех, кому они должны были бы служить. А со своей стороны, друзья, желаю вам быть хозяином, а не инструментом. И сохранять и корни. Корни. С корнем все вырвали. Все. Ничего не осталось. И все остальное. А с вами был Фувионыч. Надеюсь, что вам понравится это видео. И вы напишите, что вы по этому поводу думаете.